Петь, выбираешь Шумахер или Макс Верстаппен? Я болею за свою бывшую команду, которой я отдал 3 года своей жизни. Я хотел выжить и сыграть на время, но я застрял в каком-то горшке. I know you, watching me, you like me. Вы видели, как мы питаемся, поэтому хочется держать себя в хорошей форме. Нам Хаес того Женек будет закидывать. Есть разный уровень ошибок, и это меня огорчает намного больше, чем какой-то вылет. Встретили вроде главу PGL, он подошел, выразил большое уважение в сторону Жеки. Настроился, мы ждем карты, узнаем, что будем играть, и дальше уже будем готовиться стрелять ботов, повторять гранатки и так далее. Мы играем после Нави Монголов. Нави сейчас выигрывает 11-9. За 15 минут до начала мы должны сидеть за компьютерами. Человек в красивой форме. Да, Петь, выбираешь Шумахер или Макс Верстаппен? Кто? Или Льюис Хэмилтон? Среди тир-1 капитанов очень много датчан. Как можешь охарактеризовать их менталитет? Всю жизнь у них был очень правильный подход. Наверное, мне кажется, в первую очередь, вообще, то, что они... У нас очень много сильные индивидуальные игроки, и у нас такая тема считается, то, что быть АГЛом — это не очень хорошая роль. Мне кажется, да, чуть другое отношение к этому. И вообще, в принципе, к КСу такое отношение, то, что у них с детства уже учат КС, у них в школах преподают КС. И плюс они понимают, что такое командная игра, поэтому датские капитаны такие популярные. Назови 3 топ-команды, которые ты думаешь выйдут в финал. Каждый может стрельнуть. Многие, конечно, ставят лучшие команды сейчас вперед, потому что они выиграли. Но мне кажется, в первую очередь, как все справятся с давлением, от этого зависит. И у ВП тоже есть неплохие шансы. Тем более мажор такой турнир. Фейс и какой-нибудь нереальный какой-нибудь андердог, который может сыграть, даже не знаю, кто там еще остался. Сложно предугадывать, потому что игра новая, и нет такого явного лидера сейчас. Все ставят на спирит. Мне кажется, им сложно будет, потому что до этого они играли в рамках того, что они были андердогами, а теперь они играют в рамках фаворитов. В этом матче, конечно, болею за Virtus.pro. Идет игра Virtus.pro Imperial. Я болею за свою бывшую команду, которой я отдал 3 года своей жизни. Да. There's the one flashback. Second in the air already. Phelps good entry, but my God, he found that mid-air headshot, taking down Decent, and he's going to keep it going. It's actually Fame that's landing the bullets right now. No way, just trying to plant the bomb inside of the smoke. And you know what? Mission accomplished in some sense. Another grenade comes in from the CT side, and this one does a little bit more. Mir able to pick up a couple of kills there with the UMP, and they are locking this down so nicely. Triple kill from Mir before he finally does get dropped to Virtus.pro. That seems to be the general consensus of most players. James, okay, fair enough. Maybe. Ball just jumped in like this. What an absolute nightmare of decision from Vinny and Phelps. I mean, fair play. James did get that first shot through the smoke. Неудача 2 в 4, и все, и чуть нить игры ушла в сторону бразильцев. Потом пистик, вот тебе 10. Будем смотреть дальше. Максимум 8 игр. Значит, по 4 играют. Нет, 2 играют. 4 команды 4 играют, да. Еще 2 часа минимум. По идее, да. Потому что первая грядка будет винера. Еще? Да, и потом только мы, по идее. Да. Ну, То есть это час, еще час подготовки. Ну, не 2, наверное. Хуже. 2, 3, давай 3. у меня типа в голове было понимание, что... Они просто стоят, им тяжело. Да, я уже типа, когда на 19 стою, я понимаю, что типа... Да, ну, не знаю, короче. С бразильцами. Инферно. Не, опять основа. Ну, в этот раз будет все по-другому. Вот так вот папа пишет. Что бы он там написал? Только так. Ой, какая поддержка. Can you bring hand water? Yes, of course. Oh my, fast rush. The molly won't do much to stop Pain. The smoke may make them second guess, but in they come through it nonetheless. Fame and Flit ahead of that CT smoke, fighting for the site, and they won't let anyone in. He fakes that he didn't see it on that cross. And so now one man left up in the apartments. Nissim gonna try move in. Norbert locks him out of it, and
So now they try to pressure the backside crew. NQZ trades that out. Time is getting away from Virtus Pro. James has got to deliver in the clutch. Kill connects. Can't find the bomb. Goes looking. Cowes back at the spawn. Takes the bait and plays right into James' hands. It's down to the wire, but VP don't have it. Tap gets a spot, but he doesn't know whether they're sticky or not, and now they have to. No choice about it. Full 10 seconds. James needs his kill desperately. Oh, squeezing the shot through. Oh, and that's all it takes. Doesn't check the pool. Will the second time around, and now it's just Big Azera. There won't be time for this one, and so Mir is able to lock it in. Там у меня, понял? Я стою на первом, Женек, в этом раунде. А у меня смог не подобрался, я просто я хочу ретейк давать. Потом я думаю забрать, который ты забрал, понял? Выкинул КТ, я думаю. В итоге просто закнул бэк окно. Я не запрыгнул. Было две бразильские команды. В чем была разница? Мы думали о том, что такое может быть. То, что первая игра мы не сыграем цепко, как мы обычно играем. И можно сказать, что в первой игре нам дали пощечину. Мы упустили нить игры, и все пошло по одному месту. В целом они не прямо отличались. Плюс-минус мы уже понимали, что нас может ожидать. И просто собрались и выиграли второй матч. У них не прям все так хорошо экономически было. Тяжело таким командам сделать камбэк, особенно против нас. Но мы почти понимали все их действия. Просто в некоторых моментах нам не везло. Но даже если мы бы отдали камбэк, в любом случае мы бы готовы были играть с допы. На нас это никак бы морально не повлияло. Я остался в клатче 1-2. И я хотел выжить и сыграть на время, но я застрял в каком-то горшке. Я как бы обращал внимание, что там что-то есть, но я не думал, что он может вот так вот меня заблочить. Причем он даже мне не дал шанса запрыгнуть за стену, потому что если бы я запрыгнул, я бы выжил бы, выиграл бы тайминг. И я думаю, даже бы выиграл бы раунд. Кто тебе после официалок обычно пишет слова поддержки? По-разному. Ну, обычно первая мама пишет. Она не смотрит игры. Она обычно спрашивает у папы или у брата, как сыграли и так далее. Если плохо, ну, типа там проиграли и так далее, она может не написать даже вообще. Могут друзья написать. В любом случае, рано или поздно кто-то да напишет. Так что я не парюсь насчет этого. Либо мама, либо жена. Кстати, я не ответил. Можешь сказать, что тебе написала жена? Я не могу. Что-то личное? Ну, там поддержка, слова поддержки. Сейчас бразильцы показали, что они не хухры-мухры. Ну, если в дальнейшем им будут давать инвайты или они будут проходить на какие-то крупные турниры, то я думаю, в целом они продолжат удивлять и просто как андердоги переворачивают игры, которые, казалось бы, в которых они не фавориты. Somebody on our team pulled a Norbert Gold though. Thought I'd let you know. Give it to me. Вывели мою золотую наклейку. Я говорю, отдайте мне ее. Ну что, выбить ее, я не знаю, сколько нам капсул, 200 надо, наверное. Открывайте капсулу, показывайте, что вам выпало. Если хорошие наклеечки, золотые, скидывайте мне. One hell of a start. It's such a calculated pistol, keeping it really well ironed out. One of the details I like is the fact that they've gone for temple control. It's held though, the crossfires are established. Try as hard as they might, Nurse still finds James. See a kid. And Tessus on to Norm, but this is awkward now. It's only really Mir from main. This late flank from Donut might have to do it all. Smoke onto the bomb. Nurse diffusing, finds a safe angle for it. One more second in it, but he knocks them off. It's the fast flank from Flit. Perfectly timed. Flit just so annoying, and everybody goes down with the ship. Nikonos has fallen off, and oh no, you lose your rifle to a jumping Mac-10. It's a dig out of kicks, and the fact it got two there, admirable, more than he was worth. Did he pick up the rifle? I was looking at the crosshair. Yeah, I don't know if he even did. I think it might have been just out of his reach, but the Deagle works. Now Swift has picked himself up the M4. He did. Rush, yeah, perfect. В комментах писали, почему вам нужно сдавать телефоны? Чтобы не было подозрений в чем-либо. То, что могут там не написать инфу у тебя по вибрации. Короче, там просто раньше в 1.6 мутили темы. Там одно смс
То есть, типа, одна вибрация это А, две вибрации это Б. Или там, ну, короче, мы всю электронику сдаем, дабы избежать каких-либо, скажем так, инцидентов. Вот. То есть, типа, поэтому люди перестали играть в головных уборах, потому что могут быть микронаушники, вся фигня. Вот. Поэтому как-то так. Кто MVP этого матча? Команда в ударе сегодня была, так что вся команда MVP матча. Почему вы решили играть Ancient, а не Rush? У нас хороший винстрик на Ancient, плюс у них хороший винстрик. И в Best of 3, когда мы с ними играли, они сами пикнули Mirage, а Ancient был на третью. И, то есть Best of 1 ты, грубо говоря, играешь Decider. И мы тогда не смогли выяснить, у кого Ancient сильнее, поэтому вот выяснили сейчас. Вот в этом матче конкретно все очень хорошо сыграли, важные фраги все дали. То есть кто-то может чуть больше, но в целом вот и конкретно в этом матче все свои инсейны дали, и из-за этого такую разгромную половину мы показали. Почему так долго возвращались после пистолетки ЗКТ? Потому что мы баялись на 0-2, плохой бай, без гранат, и они пошли в окно, на которое мы не застакали, и за счет этого мы отдали там 4 раунда, и плюс они нас загнали, и поэтому у нас было мало возможностей в первых 4 раундах, а потом, как первый полноценный бай-раунд сыграли, зацепились. I know you watching me, you like me because I was in China maybe 2 times, maybe 1, and you support me a lot. Thank you guys. Чьи тебе стикеры больше всего нравятся? Мне понравилось ВП, то, что там голографическая какая-то, в городе красивая, похожа на вот первые, которые были с Титан и так далее, 3D Max. А так, в целом, мне мой стикер нравится очень сильно, мне кажется, он один из самых крутых. Пишите в комментариях, крутой у меня стикер, либо не крутой. Почему у тебя нет нового стикера? Потому что мне было лень делать новый, просить кого-то нарисовать. Сам я не очень хорошо рисую, так что я просто ничего не менял, и они загрузили новый, старый, точнее, который был на прошлом мейджоре. Я, если честно, не прям смотрел новые стикеры, вообще не открывал даже вот эту капсулу, чтобы посмотреть, у кого какой стикер. Но больше всего могу выделить Давида Норберта, у него вроде там кальян, что-то такое он нарисовал, так что покупайте его стикеры, клейте на свои ганы. Выиграли Heroic, вышли на 2-1. Сколько сейчас времени? Времени 14, без 15:03. Много свободного времени у нас сейчас, поэтому я решил в зальчике кардио поделать. Час убить времени, потом покушать это еще плюс-минус час вместе в душе. Потом уже, наверное, мы поймем, с кем мы будем играть. А часто вы ходите в зал? Пацаны нет, но я дома стараюсь при первой возможности, даже если мы там 5 дней будем дома, ну, между турнирами, я все равно стараюсь ходить, заниматься, чтобы не прям заплыть жиром, так сказать. Вы видели, как мы питаемся, поэтому хочется держать себя в хорошей форме, но что-то не прям получается. Eternal Fire убили фейзов просто. А ты смотришь игру? Да я вот как раз хотел поставить, посмотреть, а там 13-1. Вот вам, пожалуйста, и мажор. Я так понимаю, что завтра самая стрессовая у вас будет игра? Все игры, они стрессовые. Неважно, какая там, за выход, не за выход, первая, там, вторая. В любом случае, даже несмотря ни на что, на всех оказывается какое-то давление. Как бы ты ни проявлял это и так далее. Но нашей команде вообще пофиг на это давление. Мы просто заходим играть, получаем удовольствие и хотим выиграть. А то, что мы играем типа мажор, там игра за выход в плей-офф, там стикеры, деньги и так далее, это вообще все далеко от нас. Для нас важно выиграть. Победа любой ценой. Играем с Eternal Fire. Best of 3, не Best of 1. Будет интересный матч, напикали карты. Overpass, Vertigo, Inferno. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся на победу. Flash again, Madja. Norbert entering into the site now, hiding behind the pillars. Wicardia cut down by Fate. Only Centaurus can defend them. It's only the one from him. Surely the trade is coming. Belated, but there, Fame. Good for it. Round is VP's. You are getting your asses handed to you. To play the game in the way that VP does, though, I think something that is key with it is... Oh, that's lovely. After falling back from the damage of Centaurus, he finds the space, he hoovers it up, and I can't believe... He's got 2 visible, because look at Wicardia just holding a nade.
I'd take Calix first, then Wicardia because he has a nade in his hand. Oh, this is stunning. Wow, Fame. Just the way in which this has gone down, it's put Eternal Fire in a box and they just can't seem to get out of it. They're getting flanked. Everything covered, everything cleared. Matchup. 9 seconds. CT, where's that bomb, Woxic? Where is that bomb? 5-4. They've lost the round. As easy as that. A double kill. Ooh, and one more bullet would do it. Onto Wicardia, he can't find it. Needs to reload, or does he? With 2 of them low, they know there's a dink onto Xantares. He'll go for the reload now. Big fight for Calix. Oh, no way. He's lost it. How does Fame get another? A triple kill from Fame. Make it 4 if he finds Wicardia. Edging out the smoke. Fame, hyper aware. Xantares was dinked by Fame earlier. Пистолетный раунд был не за нами, но все было в порядке. Мы одолели их за сторону атаки, перешли и плавно, чуть на погрешности добрали. 13-6. Doesn't it? Wicardia, that sucks, doesn't it? Swinging out and they're already pushed up wood. I love that characterization. I think I'm going to yoink that. Yeah, it is James. Down to this, Flit, Diligent of course, and then Norbert, knowing his angles, smoke spams. Smoking a kit available. Yeah, James aware it could be fakery. One guy with 2 HEs. Nice find, nice clear. Smoke on the bomb. It's James in the clutch. Can he reinvigorate VP on the tail end of this half? Fake. Doesn't choose to spam. He's gonna start now. That's the info they were waiting for. And now Calix is holding it. This could go wrong. This still can go wrong. He picks up the rifle, looking for the defuse. Calix will pull it off in time. On both fronts at the same time. Now the bomb's going B. Norbert's M4 takes down Xantares. Good util to delay, and down goes Calix forced wide. Possibility of the retake, that's the mere opener. Woxic with 1, he definitely stuck to his guns, but he's under so much pressure towards Pit, and now Woxic is known. They're so scary, it's like the big bad villain. Well, the AK is going to take the fight. Yeah. Better gun for the job. Got the info. James seen enough, thank you. But Mir, on the other hand... Well, they swapped into Flit's hands. Look at this. Oh, another tag. But Woxic desperately trying to hold on to his scout. And now they've got to find Calix as well. Decides to operate with an SMG, which he can do with his anchor positions. Saw the smoke, how it's plumed so high. The boost was unable to see anything. So much pressure on him. James will clear out Calix. That's a big frag posted by the IGL. They have to go B now. Nate clears him out. Nice frag, it's Fame! Maybe overlooking Mir. One hell of a double kill. Extends the round, extends play. There's nothing here for Eternal Fire. Unless they could find Mir. 3 seconds, 2 seconds, 1! Calix! Oh, there was a chance! Миллион раз в этой ситуации были. Миллион раз. Сами это наш путь, по легкому вообще не для нас. Последнее дело это ощущать тильт. Почему у нас всегда проблемы с Vertigo? Сразу провокационный вопрос. В целом мы играем, чувствуем себя довольно-таки хорошо, уверенно на Vertigo, но Eternal Fire тоже непростая команда. Они верят в эту карту, играют ее хорошо, и сегодня мы сыграли ужасно. Я думаю, все равно, если чуть поработать над этим, подойти в более хорошем состоянии, то мы хорошо способны играть эту карту и побеждать сильные команды. После победы над Фейс многие говорили, что турки могут удивить. Вы на это обращали внимание? Да нет, опять же, это best of 1. Здесь каждая команда может обыграть каждую, так что для нас это не прям что-то значило. Даже учитывая, что они выиграли оверпасс 13-1, мы все равно себя комфортно чувствовали на оверпассе. Не прям это что-то значило, мы себя чувствовали комфортно, но сыграли не самым лучшим образом и закономерно проиграли, но у нас еще одна попытка, так что не расстраиваемся. Женя, овер играем. Овер? Второй инферно закатал. А что дальше? Что? Ну чего они лохуют нас? Ну овер, хуй. Нам ХС того Женек будет закидывать. They had the perfect setup in Playground. It was not enough. And G2's rotation way too slow there. Felt like they didn't even believe that VP would grab that bomb, removing that AWP from G2. And you talk about the back-to-back rounds. What a spray for James. Smokes have expired. You know, Nico's trying to call in the truck player, but there's no smoke in bank. That orb just bears down.
Nice exit for m0NESY, but it will not matter. They save James Orb every single time, no matter the cost. Whether or not he kills him, whether or not he spots him, what it does tell you is, guys, we have front toilets of this final chance for both these teams. One spot in the VP that he can stand tall with a fantastic defense. I love the double barrels move as well. Wow. Hunter dead over towards short. Hoopsy blind down in pit. They're blocking each other. This is awkward. And Norbert comes through in a big way. Oh, that's a disaster for G2. Он еще прям за столбом пострелял и отпрыгнул, походу. Да. Не, он не за столбом был. Он в полте был, типа, на Хантере. Да. G2 now lost in the source, lost in the open. 20 seconds as they burst into the crossfire. There's 3 players here. There's no hope. And James has come walking into the Lion's Den. m0NESY, one man left to find, and it's Mir who played it silent and slow from Banana to rob m0NESY of that clutch. Desperately looking for a pick-me-up here, and a missed molly from Norbert could give them a way in. Mir holds the line. James lends a helping hand, and now he's playing over the smoke. m0NESY is doing all he can, but it might not be enough as Norbert down in the pit delivers death swiftly. And he goes and does it again. It's not just clutches here on Inferno. It's that double entry. It's that NiKo denial. A NiKo who has been returning to form. You said he showed up late to Copenhagen. Maybe it's too late. Is on the line for G2 here. Both teams, their money at the end of the tether, at the end of the rope. The winner of this is teed up to win the map. Jay? Has he crashed? He's crashed. Oh no, in a pivotal round. He's at the back of the site in the open. That was the opener post-spawn. That's a dream scenario. G2 have been given road to run. Can they close the gap? Mir hits his. It's 1-for-1. It's only Flit and G2 miraculously saving themselves. Oh, cleanly done onto the first man. It's NiKo though. Mollied himself as well. NiKo will happily take this fight heads on. All right, another one from Norbert. Okay. Oh, Norbert, so close. VP actually call off the A hit for the time being. Wow. James, hello, Psycho. walking through the main smoke. And now Mir in middle is very valuable. In position, was meant to cut these players down as they rotate in. It's gonna have to be James on this AWP. Smoke is a problem. James tucks in an upper. Flit plays behind the smoke. James gone. They line up, and the pistol might just do it for James. I'm so disappointed in our game. We lost 2 pistols. It's a main problem or in CS2. Многие недоумевают, что случилось по поводу бага и так далее. Там многие в тильте из-за этого. Сейчас я конкретно после поражения опустошен, чувств никаких нет. Но в голове я понимаю, что не стоит на это обращать внимание, потому что уровень игры, который мы показали на Анубисе, где не было никаких багов, не соответствует команде, которая должна проходить плей-офф, по моему мнению, по моему ощущению. Просто иногда тебе просто не хватает сил, скилла, везения и так далее. Грустненько все, конечно. Мы сражались, мы много тренировались, мы не были 100% готовы на всех картах, и мы не могли быть готовы в связи с тем, что недостаточно времени, по моему мнению. Но на другой чаше весов, конечно, есть то, что другим командам и было меньше времени, было меньше возможностей, но тут уже упирается в наш скилл, в то, как мы прогрессируем, с какой скоростью, и где-то скорости недостаточно, чтобы мы были уверены на всех картах, что и мы могли наблюдать на Инферно условном. Отстали от меты, и нас наказали за это 3 проигрыша именно на этой карте, либо 2. Я бы мог сказать, что это моя вина, как капитана, но это командная игра, поэтому виновны все, кто-то больше, кто-то меньше. Обидно не то, что этот в целом баг случился, обидно, во-первых, то, что это случилось на счете равном, во-первых, и если бы этот ретейк бы не случился, у ВП было бы уже все прям супер хорошо, но опять же, КС, как и жизнь в целом, сослагательных наклонений не терпят, и мы принимаем
по существу, как оно случилось. Когда в Нави играли, не повезло Биту. Бит вылетел. Казалось бы, абсолютно равной практически ситуации. Сегодня Джейм вылетел. И еще с парой игроков сегодня общался. Я говорю, пацаны, представьте, если это случится прямо на гранд-финале. Потому что дважды, по сути, за 2 дня у тебя случается баг, который вполне вероятно решает судьбу там игры, команды и так далее. Но Джейм, как истинный профессионал, сказал, да, что мы должны выигрывать карту не на таких полях, мы должны выигрывать карту супер уверенно, на классе, иначе зачем это все в целом. И насколько я помню, кстати, что тройка на Инферно, где вот как раз таки на АФК умер Джейм, это одновременно и везучая, и невезучая для него позиция. Он выиграл на ней клатч при выходе с РМР, и на ней же он сейчас вот погорел и проиграл в матче за выход. Мне рассказывали ребята, да, что все-таки сейчас Джейм поддержит. В целом, давай так. Джейм это, во-первых, любимчик вообще мультинациональный, так скажем, да, потому что, в принципе, его образ в игре такой, что, да, Джисус, Джейм супер добряк, Джейм супер мемный. Как же нам повезло жить в одной эре с таким персонажем, как Джейм. Вот, поэтому вот это признание того, что, ребят, мы проиграли не потому, что меня крашнуло, а потому что мы должны быть сильнее. И Джейм говорил, да, у нас там мы хорошо двигались, но где-то чего-то не хватало. Это как раз говорит о его профессионализме. Он не сетует на ошибку, он просто принимает как данное, да, мы не смогли здесь переиграть. Это дорогого стоит, даже несмотря на то, что с тобой случился вот такой вот казус. Поэтому Джейм, конечно, огромный молодец, ему бесконечный респект. Я думаю, что имея такой ментальный майндсет, очень далеко пойдет дальше, очень далеко, вместе со своей командой. Отдельное спасибо всем, кто болеет за нас. Ценю реально фаната ВП. Хочу, чтобы моя команда и я сам соответствовал поддержке. И этот турнир мы сделали все, что могли. Я, когда после этих турниров, у меня всегда в планах что-то фиксить, что-то разбирать, добавлять. Но типа... Но я такой один, есть в команде игроки, у которых может быть сейчас выгорание, какая-то яма и так далее. И сейчас нам надо всем собраться, понять, у кого что там на душе, выстроить какой-то оптимальный план по подготовке к следующему чемпионату, потому что, ну, не пройдя сюда в плей-офф, мы должны реабилитироваться на следующих чемпионатах. Так работает КС, ты не должен смотреть в прошлое, надо двигаться вперед. Просто во время игры есть разный уровень ошибок, и это меня огорчает намного больше, чем какой-то вылет, то есть игры. Это либо будет повторяться, и ты просто жертва, которая ждет неизбежного, в любой момент мы допустим какую-то ошибку, либо мы будем прогрессировать там, не быстро, не медленно, в своем темпе, и в конечном счете придем к успеху. Следующий день после обидного поражения. Вчера поговорили с командой, подвели какой-то более-менее внятный итог. Приняли то, что мы не прошли плей-офф, несмотря на все обстоятельства того, как это произошло. Конечно, мы недовольны. Надо смотреть, надо развиваться. Но точно нельзя делать преждевременных каких-то выводов. Все четко на холодный разум посмотреть и выбрать направление. А показать себя у нас будет кучу турниров, и я думаю, там уже точно никаких проблем компами тогда не будет. Что из интересного момента? Хотели прогуляться, я, Жека, Паша встретили вроде главу PGL. Он подошел, выразил большое уважение в сторону Жеки за его интервью, за все моменты, за то, что он не показывал эмоции, которые могли бы плохо сказаться на ком-то. Ну и, конечно, просыпаясь утром и вечером, вчера много людей суппортят нас в этом моменте. Это очень помогает, если честно. Следите за Virtus.pro, болейте. Ничего страшного, справимся, все будет окей. Увидимся в следующем влоге.